Hello, my dear friends. What do you think Russian thinks about you? I'm talking about simple Russians who doesn't live at Brooklyn and doesn't have chain of restaurants, Борщ House, who doesn't have a matryoshka, who doesn't have a domestic bear at the first floor of Хрущевка, who doesn't drink vodka every day. Are you surprised? Who are these Russians? Let me speak from my heart in Russian. Я расскажу вам о том, как на самом деле настоящие русские относятся к Европе. Это те русские, которых вряд ли покажут по BBC, Russia Today, CNN, CDF. Для начала мы выделили 4 категории русских и провели масштабный всероссийский опрос в соцсети о том, является Россия частью Европы или Азии. Как видно, только 6% респондентов считают Россию частью Европы. Почти 40 считают, что Россия является частью Европы, но обладает самобытностью. 21% считает Россию Азией. Больше половины респондентов считают, что Россия — это не Европа и не Азия. Несмотря на масштабность проведенного опроса, мы оказались неудовлетворены, и поэтому отправились на улицы города поговорить с простыми россиянами. Если не принимать во внимание политику последних лет, то как вы думаете, Европа России скорее друг или враг? Для меня друг. Европа именно Америка? Насколько мне известно, Америка в Европу не входит. Тогда поконкретнее. Европа разная, господа. Я считаю, что, безусловно, Европа — это, во-первых, не одна страна, и в каждой из стран Европы к русским людям относятся по-разному, тем более, что в Европе, как я считаю, живут люди немного более продвинутые в интеллектуальном плане, и, естественно, они понимают, что Россия и российское государство — это разные вещи, и что, естественно, нельзя относиться плохо к людям, если какие-то плохие действия совершает правительство этой страны, что обычные люди ни при чем. Мне кажется, друг. Считаю, что друг. Друг. Считаю, что друг. Друг? Да. Друг. Скорее друг. Скорее друг, я считаю. Исторически, скорее, это друг, это ориентир, к которому Россия следует стремиться. Но если смотреть с практической стороны, то это, безусловно, наш соперник. Скорее партнер. Дружественный. Но у которого есть свои интересы. Я знаю, что мудрый из врага сделает друга, а дурак даже из друга сделает врага. А что вам больше всего нравится в Европе, чего нет в России? Наверное, культура общая. В принципе, отношение государства к обществу в целом. Но в Европе, в Испании говорят по-испански, в России меньше говорят по-испански. Мне это не нравится. Вообще в Европе так-то не были. Даже не знаю, что там. Финансовая система, кредитная система, отношение к самому населению, распределение ресурсов на душу населения. Сейчас можно разбрасываться словом «свобода», да? Говорите, что там есть свобода слова, свобода действия, свобода выбора, как она заявлена. У нас она отсутствует. Несмотря на то, что мы считаемся демократической страной, демократии у нас нету как таковой. Ну, я так считаю. А вы как считаете? Я на самом деле тоже так считаю. Права человека, лояльность, честные суды, прозрачная экономика. Образование. Светские принципы государства и в целом в Европе могу сказать, что и уровень жизни, и банально уровень гражданского общества несравнимо выше, чем в России. Это то, к чему, опять же, Россия следует стремиться по отношению к Европе. Культура России во многом исходит из Европы, из того, что мы видим, здесь много все-таки европейского, да. Соответственно, что мне в Европе нравится? Как минимум, это чистота.
И что касается политики, вот как раз у меня особая точка зрения. У нас есть везде министры иностранных дел, дипломаты. И Библия начинается со слов, что вначале было слово. Так почему эти люди не могут договориться друг с другом? Я уверена, что никто из тех, кто устраивает войны или не может их нейтрализовать, своих детей на войну не посылают и сами в них не участвуют. О, ребята. Чего нет в России? Ребята, это сложнейшие вопросы, философские. Значит, трудолюбие, стремление к конкуренции. Так сказать, кто не работает, тот не ест. А что вам больше нравится в России, чего нет в Европе? Ничего себе, что мы здесь делаем, да? Нравится, наверное, то, что мы здесь родились и выросли. Все, простор, люди, присутствие, ощущение родного места. Русская душа. Мы очень приветливые, улыбчивые люди, открытые. Вот. Россия это в первую очередь родина. Да, недостатков хватает, но я не могу, как говорится, поменять банально Россию на Германию только потому, что там, как говорится, высший уровень жизни. Вот, собственно, и все тут, как говорится, на уровне шестого чувства. В России атмосфера своя. И вот я считаю, это наше богатство. У нас люди другие. Архитектура Санкт-Петербурга. Хорошо. А еще? Не знаю, народ тут какой-то добрый. Добрее, мне кажется, чем в Европе. А как вы считаете? Мне в России нравится практически все. Да. Ну, наверное, люди. А нет, знаете, нет, язык скорее, не люди. Язык? Вот. Да. Березки, ручейки. Все. Именно семья. Семья. Институт семьи. Ничего. Ну, что люди простые, открытые, да, то есть можно в гости ходить без звонка. Хотя, в общем-то, я думаю, что по большей части никто ничем не отличается, разве какие-то такие небольшие расхождения, которые отличают каждую нацию, одну нацию от другой, не более того. А как, по вашему мнению, рядовые европейцы относятся к русским? Мне кажется, смеются. Я считаю, что европейцы, не все, конечно, но в основном хорошо относятся к русским, потому что есть у меня и знакомые, и друзья, с которыми я общаюсь, и в принципе, как бы, у нас хорошие отношения, они считают, что, к России нормально относятся. Это все действия политиков, скажем так. Не то чтобы негативно, мне кажется, но так, с осторожностью. Вы знаете, люди очень доверчивые, и очень часто они относятся так, как их учат относиться. И это тоже зависит от политики государства. Люди будут относиться так, как отнесетесь к ним вы. Помните, как в мультфильме про крошку енота? Пойди и улыбнись тому, кто смотрит на тебя из пруда. Скорее положительно, чем отрицательно. Но сейчас просто Россия находится в таком образе политического врага всего мира, что обычные люди очень подвержены, конечно, этому влиянию. И, конечно, в последнее время более прохладно относятся к нам. Вообще я считаю, что, конечно, хорошо относятся. В отличие от тех же самых каких-нибудь японцев, которые русских так вообще очень не любят. Рядовые, наверное, нормально, по моему мнению. Смотря в каких странах, на самом деле. Где я был, там все нормально относились к русским. Кроме, может быть, стран постсоветского зарубежья, типа Молдавии. Говоришь, по-русски с тобой не разговаривают, или они тебя понимают, но тебе не отвечают, а в других странах, я думаю, нормально. Это страшно даже предположить. Мне кажется, нормально вполне. С каким-то интересом. По крайней мере, здесь, когда туристов видишь, абсолютно позитивно относятся. Никак, мне кажется, так же, как и мы к ним. Да, то есть, в принципе, никто определенному человеку никакого зла не делает открытого. Мне кажется, не очень, нейтрально. Нейтрально, да. А как вы считаете? Мне кажется, хорошо. Хорошо, да. Даже несмотря на политику последних лет. К политике в последнее время все относятся скептически, тем более Европа, которая сама страдает от того, что происходит. И я думаю, большинство адекватных граждан относятся нейтрально, спокойно. Я считаю, что не очень хорошо. Рядовые, думаю, скорее положительно. Если не злоупотребляют средствами массовой информации, позитивно. Но однажды мне австриец один раз сказал в баре: а мой дед погиб в Сталинграде. Австриец. Я ему сказал: послушай, война — это плохо, но нету плохих наций.
есть плохие люди. Везде. Спасибо.